Добрый вечер. Спасибо, что пришли. Это здорово, классная возможность выступить и пообщаться с живыми людьми, потому что мы все с 2020 года постоянно сидим в Zoom. В каком-то смысле слова ничего не изменилось. Мы раньше сидели в Zoom в Москве, а теперь где придется. Но можно было сесть и по-другому, не в Zoom. Поэтому, в общем, выбор был примерно такой. Спасибо Юрию и всем коллегам, которые это организовали. По поводу преступности, в целом уже, наверное, бессмысленно хвастаться, потому что, или наоборот жаловаться, потому что у нас уже, мне кажется, практически все люди вокруг, у них какой-то криминальный бэкграунд. В моем случае я, вовсе отнюдь не экстремист, по крайней мере, пока. Я руководитель нежелательных организаций, сразу двух, и российское государство объявило преступным практически всю мою жизнь, надо сказать, потому что 20 лет я преподавал философию в российских университетах, в высшей школе экономики в первую очередь. Здесь есть один мой коллега, по несчастью, Штефан, который, тоже как-то оказался на этом тонущем корабле. И плюс, поскольку мне было обидно по поводу того, что в нашей стране происходит, и хотелось на эту тему иметь возможность высказываться, я 11 лет назад пришел в «Новую газету», как раз во время событий, связанных с Крымом. И сейчас там очень интересная фабула, обвинения, приговор есть. Сижу я 6 лет в российской тюрьме прямо сейчас, в параллельной реальности. Обвинение, кажется, там как-то немного нелепо это по-русски сформулировано. Что-то организация деятельности нежелательной организации, кажется, так это называется. Но у меня, у меня 2 нежелательные организации, поэтому 2 преступления, связанных с организацией деятельности нежелательной организации. Там еще очень здорово мотив прописан. На самом деле мне российские власти выдали документ, благодаря которому я могу быть теперь с уверенностью смотреть в будущее, пока есть демократические страны. Я могу всем показывать приговор. В приговоре написано, что я осуществил деятельность, организовал деятельность нежелательных организаций по мотивам личной неприязни к деятельности президента Российской Федерации и вооруженных сил Российской Федерации. Это все, что нужно для того, чтобы счастливо встретить старость, мне кажется, в наши дни. Я понимаю, что нас, не знаю, что нас в нынешней нашей ситуации в первую очередь интересует судьба Родины, и мы, безусловно, об этом поговорим. Я привез одну из немногих вещей, которые я привез из Москвы. Это такая табличка, я не помню, мне кто-то ее когда-то подарил. Я с ней записываю свои еженедельные программы, ужасные новости. На табличке написано «Не мешайте, я о России думаю». В принципе, это пластиковая табличка, это то имущество, с которым я путешествую по миру. Думаю о России. Давайте думать вместе. Но я при этом я готов, конечно, и на вопросы про «Новую газету» отвечать, если «Новую газету Европы» в нашем случае, если они будут. Но у меня на самом деле есть претензия, тут хочется процитировать стихотворение Александра Введенского. Еще у меня есть претензия, что я не ковер и не гортензия. Он имел в виду, что, видимо, у нас есть претензия на то, что у людей есть свобода воли и право на самоопределение. В общем, это моя вторая лекция в этом, не лекция, а выступление, как правильно, вторая встреча в нормальной какой-то аудитории в этом году. Раньше, когда-то до войны их было довольно много. Какие-то лекции в парке Горького в Москве были, все что угодно еще. Темы иногда были странные. Однажды у меня была... Я как философ, я специализировался вообще в целом на влиянии технологий на общество. И, не знаю, может, не стоит такое говорить, но, в общем, однажды у меня в Москве была публичная лекция под названием «Неизбежность секса с роботами». Когда до войны, понимаете, все было так более разнообразно, было много вариантов всяких, о чем можно было поговорить. Короче говоря,
месяц назад делал встречу в Будве. Я туда специально поехал, чтобы встретить приговор, и мы там говорили про философию войны. И я для нашей встречи подготовил какую-то историю по поводу того, что, мне кажется, это скорее не про то, что мы потеряли вчерашний день, а про то, что у нас вообще у людей есть иллюзия. И это нормально. И мне кажется, у нас, как у людей, живущих здесь сейчас, сегодняшним днем и читающих новости, у нас довольно много накопилось разного рода иллюзий по поводу той социальной и политической реальности, в которой мы все находимся. Я хочу проговорить некоторые вещи, которые, мне кажутся, довольно иллюзорными. Потом, может быть, поспорить, а может быть, наоборот, вы предложите сменить тему и обсудить новости, журналистику, страдания, журналистов и знаний. Я пробую, поскольку у меня есть такая возможность, я пробую работать по специальности и быть философом. У меня в дипломе написано, что я философ, у меня есть справка. Поэтому чуть-чуть, простите, я чуть-чуть о своем поговорю, может быть, вам тоже местами будет интересно. Я хочу начать эту свою историю про вчерашний день, мир, который мы потеряли, и историю про иллюзии я хочу начать с некоторой такой самой иронической зарисовки. Есть известный композитор, который делал музыку, в частности, ко многим фильмам, например, к «Холодному лету» 1953 года. Он мой однофамилец, или скорее я его однофамилец, его зовут Владимир Мартынов. И он в какой-то момент времени, лет 15 назад, или даже больше, он увлекся философией. Так бывает, знаете, вы живете, понимаете, что вам чего-то не хватает, и решаете с сегодняшнего дня увлечься философией. Владимир Мартынов написал несколько книг. Первая из этих книг, из этой серии книг называлась «Конец эпохи композиторов» или «Конец времени композиторов». Там он доказывал, что классическая музыка себя исчерпала, что написать какое-то новое музыкальное произведение невозможно, потому что это неизбежно будет набор цитат. Окончательно завершена эпоха постмодернизма. И музыка, которой мы ее знали, она закончилась. Потом я с ним немного был знаком, как раз в ту эпоху у нас была подпольная философская группа на улице Юных Ленинцев в Москве, когда так все происходило. И туда иногда приходили интересные, популярные люди. И потом композитору Мартынову очень понравилась эта тема, и он написал еще несколько книг, названия которых я не воспроизведу, но они все были посвящены концу чего-нибудь. Знаете, конец кино, конец культуры, конец мультфильмов, конец цирка, конец публичных выступлений. И мне показалось, что в этом есть такая немного эсхатологическая перспектива, вообще учение о конце времен. Что когда людям говорят, что что-то закончилось, все говорят: да, действительно, как же все-таки все закончилось-то, ох ты, черт побери, как много мы всего потеряли, когда все закончилось. И я, когда про сегодняшнюю тему думал, я думал, что, получается, я попадаю в ту же ловушку. Я тоже хочу поговорить о конце знакомого мира. А когда я был совсем молодым преподавателем, я шутил над композитором Мартыновым и говорил, что он теоретик концов. Он пишет о том, что все заканчивается. Но людям в целом нравится, а я над ним смеялся. Тема этой лекции, почему я лекции все время говорю, в общем, какое-то выступление, не знаю, как правильно назвать. Видите, профессиональная деформация, все-таки когда ты 20 лет на сцене, иногда 5 пар, понятно, что у тебя уже так все отъезжает. Постепенно, в общем, я случайно увидел, я был в гостях у одного преступника и иноагента в Берлине, и он, в отличие от меня, вывез часть своей библиотеки из Москвы. И я увидел у него на полке книгу Цвейга, которая называется «Вчерашний мир. Записки европейца». Вы знаете, судьба Цвейга была довольно печальная. Он в итоге за год до окончания Второй мировой войны, окончательно во всем разочаровавшись, покончил с собой. И многие говорят, что чуть-чуть не дождался. И всегда думаете, смотрите на Цвейга, что, в общем, надежда-то может быть либо за углом.
Но вот он в конце жизни написал книгу про то, как он дважды потерял знакомый мир. Первый знакомый мир — это мир до 2014 года, для Первой мировой войны, когда все было устроено достаточно понятным образом. И одна из центральных вещей, которую тогда люди потеряли, это, конечно, славная Австро-Венгерская империя, которая вот и сейчас, если посмотреть на те страны, которые туда входили, это, конечно, было крупнейшее государство Центральной Европы, вот, с очень бурной культурной жизнью, с несколькими столицами. В Вене Фрейд, в Праге Кафка, и Гашек, и много кто еще во всех этих городах. Вот, и как бы это вещь, которая взяла и растворилась. Как бы, да, то есть это государство растворились эти культуры, пришли на смену на эти территории какие-то новые политические образования, новые правила игры. Сейчас есть большой интерес к Российской империи, вот такой дореволюционной, потому что ребята молодые, талантливые делают подкасты, посвященные. Вот у Дудя был недавно парень, который рассказывал с упоением про быт Российской империи. Там, в частности, была история про то, что в эпоху до Первой мировой войны можно было поехать с любым паспортом в любую часть Европы и сколько хочешь там жить. Вот, да, то есть вот такие прям, понимаете, есть, то есть реально есть по поводу чего поностальгировать. А почему так было? Не потому что мир был настолько гуманный, а потому что понятно, что путешествовать по Европе мог 1% населения. Да, и поэтому как бы никакого демографического миграционного давления не создавалось. И поэтому, пожалуйста, все эти наши истории из классической культуры, вот, там, все поехали в Баден-Баден на воды и остались там на 15 лет. Как бы, да, вот, почему бы и нет, как бы, в чем трудность. Вот такие вещи, вот такая вот довоенная Европа, до Первой большой войны. Потом Цвейг потерял вторую, как бы нормальность. Да, у него была одна нормальная жизнь в Австро-Венгрии, потом была межвоенная Европа, которая тоже была как бы странная, но нормальная. Ну и потом выяснилось, да, что вот во что превратился знакомый мир. Много довольно очень хорошей литературы посвящено описанию вот этих потерь. Я бы из такой как бы прям мощной модернистской художественной прозы я бы вспомнил Роберта Музеля. Мне кажется, это одно из самых мощных высказываний, тоже посвященных Австро-Венгрии. «Человек без свойств». Великолепный роман, пронизанный такой очень тонкой, в том числе ностальгией, хотя это не единственное там чувство, по стране под названием «Какания». Какания — это когда у тебя все «Kaiserlich und König», то есть как бы, значит, вот императорская и королевская. То есть это Австро-Венгрия, опять же, вот, и ты везде видишь вот эти вот кака, вот, и ты понимаешь, что вот так устроена нормальная жизнь нормального европейца. Мой первый, наверное, тезис в этом контексте — это то, что, мне кажется, мир, к которому мы привыкли, он состоял из двух частей. В значительной степени он... Я прошу прощения, я буду, наверное, терять голос, и, возможно, просто мой монолог прервется раньше, и как бы, может, и к лучшему. Вот. Значит, я, тем не менее, попробую, да. В общем, мой первый тезис в том, что, мне кажется, знакомый нам мир состоял из двух, он как бы держался на двух таких датах, на двух хронотопах, наверное. Значит, первая часть — это, конечно, окончание Второй мировой войны, появление такой концепции Запада в современном смысле слова. Запад, который вместе с Советским Союзом, но победил в войне, как бы порядки которого были признаны наиболее привлекательными, который добился восстановления Германии, который предложил миру всеобщую декларацию прав человека. И вот одна из вещей, которая тянется
начиная с 50-х годов, да, и как бы Запад был связан с процветанием, с постепенным завершением какой-то страшной бедности, которая до этого момента была в мире, и на Западе в том числе, с резким ростом благосостояния, с поколением 68 года, когда прогрессивные студенты боролись за светлое будущее человечества. Причем эта волна такая мощная была, что она даже и, в общем, Советский Союз задела. И вот мы все время отсылаем к этому порядку, к миру, который наступил после Второй мировой войны, как к чему-то нормальному. Мы как бы хотим жить в мире, который сложился тогда, и считаем, что мы в нем до некоторой степени живем. И мне кажется, что это как раз одна из тех иллюзий, в которых мы пребываем. То есть мы как бы, время закончилось, остановилось, и у нас на дворе, как, знаете, как в советских учебниках по истории или там статистике, всегда все сравнивали с 1913 годом. Вот у нас как бы на календаре какой-то, я не знаю, там вот, значит, выберите сами год, который вам очень нравится. И даже как бы некоторые актуальные лозунги политиков-популистов, начиная с Трампа, они тоже к этому ведут. Да? То есть давайте Америку сделаем великой. Вот где-то в районе 1957 года все было отлично. Вот давайте как-нибудь попробуем заползти туда и там остаться. И это для нас по-прежнему нормальный мир. Все, что не укладывается в эту концепцию нормального мира, массовая миграция, трансформация рынка труда, совершенно загадочные вещи, которые происходят с образованием, и многие-многие другие вещи, там, в том числе судьба демократии, про которую тоже еще вспомню, все это у нас вызывает недоумение, подозрение, раздражение и так далее. Вторая точка, я думаю, что это вещь, которая особенно важна для наших соотечественников, но также, понятно, важна и для Центральной и Восточной Европы, примерно по тем же причинам. Это период 89-91 года, когда как бы мы все сделали шаг к тому, чтобы тоже стать нормальным миром. Ну, то есть, как бы мы тоже, то есть, вот как формулируют современные авторы, у нас была национальная идея, хотим жить как на Западе. Вот как бы в 89 году советская интеллигенция сказала, что, конечно, во-первых, оскорбительно, когда народ ездит за колбасой в Москву, и, во-вторых, оскорбительно, когда нам не дают читать Солженицына. Может быть, в обратном порядке, да, может быть, сначала Солженицын, потом колбаса. Но как бы идея была понятной. Вот мы хотим быть нормальным миром. И тоже мы очень часто до сих пор, мне кажется, повторяем, не критически повторяем вот эту идею, что как бы где-то есть нормальный мир. Уже точно никто не знает где. Потому что, как видите, в какую страну ни возьми, везде что-то идет не так. В зависимости от того, из какой оптики вы смотрите. Но мы все равно хотим быть нормальным миром, и иногда мы занимаем такую как бы позицию, что когда-нибудь они поймут, что нормальный мир лучше. Вот кто-нибудь они, там, не знаю, там, наши соотечественники в России, заметная их часть, или еще кто-то, или вот там, не знаю, жители Китая, вот они все поймут, что нормальный мир это лучше, и они точно захотят вернуться в тот нормальный мир, в котором мы якобы живем, хотя на самом деле уже, возможно, нет. Вот, значит, это вот как бы довольно это такой очень, простите, примитивный получился набросок нормальности, но, в общем, мы о нем, мне кажется, мечтаем. Дальше я хочу сделать такое, как бы, грубое методологическое упрощение. Как говорил мой научный руководитель, который всю жизнь читал французских анархистов, тоже сам был анархистом, но когда случилась аннексия Крыма, он мне, к сожалению, написал, что я стал потребителем безродинной ценности и, как бы, замотавшись в красный флаг, уехал, значит, в Севастополь, потому что там, как бы, родная гавань и все в таком ключе. Да. Да, значит, вот он мне говорил, что как бы, он мне говорил, что я понял ваш творческий метод, Кирилл. Вы берете какое-нибудь явление или автора, опускаете его на свой уровень и там громите. Вот, я хочу вот сейчас, как бы, чтобы отношение к тому, что я сейчас скажу, было примерно таким. В общем, для простоты я займу в этом выступлении позицию технодетерминизма. Очень упрощенно, и как бы с этими оговорками, которые я сделал, технологический детерминизм — это идея о том, что трансформация
техники ведет к трансформации культуры и общества. Это чуть-чуть похоже на марксизм, но как бы без идеи о том, что мы обязательно окажемся в коммунизме, и, в принципе, без идеи вот этой всей механики, которая там у Энгельса была представлена по поводу вообще как бы общественных формаций и прочих вещей. Здесь скорее такая довольно примитивная логика работает, которая вот что предполагает, что смотрите, что изначально там как бы очень многие вещи изобретались как военные технологии, то есть, например, задача по передаче изображения через радиоволны решалась, конечно, как задача военной разведки, это совершенно очевидно. А потом выяснилось, да, что как бы на идее телевидения можно строить массовые общества разного типа, где процветает пропаганда. Однажды я читал какую-то книжку, которая рассказывала про трансформацию немецкого общества в 20-30-е годы, очень популярная тема по понятным причинам сейчас в России. Нам было сказано, что Гитлер был одним из первых политиков еще в 20-е годы, который начал на своих выступлениях использовать звукоусиление. То есть он как бы был такой, вот я, кстати, тоже сейчас звукоусиление испытываю, не думаю, что здесь есть прямая параллель, но понятно, что когда вы просто с грузовика на площади кричите какие-то слоганы, вас слышат 100 человек. А вот когда вы приехали, представьте себе, колоночка, усилитель, да, микрофон, и тут уже как бы возникает такой прообраз такого как бы массового общества. Тоже технологии, изобретенные для чего-то одного, потом в результате становятся способом менять мир. Я часто думаю о том, что, знаете, что у нас паровой двигатель и железная дорога справедливо ассоциируются с индустриальной революцией, но по большому счету, если у вас нет железной дороги, вы не можете устроить Холокост. И ГУЛАГа тоже не можете устроить без железной дороги. Вы просто не можете переместить сотни тысяч людей куда-то для того, чтобы их уничтожить или оставить их в концлагере. То есть, иными словами, вот такие вещи, когда к людям, к человеческим сообществам применяются те практики индустриальные, которые вроде бы появлялись для чего-то другого, это и есть очень грубый пример технологического детерминизма. Такого рода объяснение, да, значит, как это стало возможным, потому что вот были изобретены технологии, которые использовались для чего-то еще. Есть автор этой теории? Есть статья англоязычная, когда-то ее использовал несколько лет назад, где как раз описывается, как они... то есть это как бы не факт, что это прям вот такая мощная теория, но у Маклюина похожая к этому как раз это похожая вещь по поводу медиа есть. В разных статьях, и в том числе в попытках размежеваться с марксистами, этот термин просто используется. Если вы загуглите технодетерминизм или технологический детерминизм на английском, там будет какое-то количество англоязычных статей. Я сейчас, когда закончим, я поищу, потому что это немножко все мои, довоенные находки, понимаете. Я про это еще помню чуть-чуть, но уже без имен. Моя последняя псевдонаучная статья в псевдонаучном журнале была посвящена этике использования беспилотных летательных аппаратов на войне. Неудачно вышло, да. Я не рассчитывал, я не думал, что так все обернется, да. Это был какой 21 год, наверное. Нет, если надо будет, я расскажу. Мне кажется, сейчас... Вот, значит, смотрите, следующее маленькое уточнение. Я думаю, что поскольку все-таки то, чем мы в основном занимаемся в современном мире, это так или иначе связано с накоплением, обменом, распространением и вытеснением информации, или знания, можно сказать по-другому, или незнания, то ключевая линия технодетерминизма сейчас, она связана как раз с тем, как люди обмениваются информацией. Это вроде бы кажется немножко такая странная вещь, потому что информация, что это? Библиотеки, книжки, интернет, болтовня какая-то, ничего такого особенного. Есть довольно тоже много публикаций о том, что скажем, письменность сделала возможной бюрократические империи. Даже не так, бюрократические империи возникли в результате развития письменности. Есть публикация, например, я начинаю забывать, мне надо делать пометочки перед лекциями.
Ну, в общем, там, посмотрите, вот если говорить даже про нашу местность, где мы сейчас находимся, есть изобретение книгопечатания, точнее, как бы переизобретение в Европе, запускается через несколько десятилетий процесс реформации. Реформация невозможна без тезиса о том, что как бы Слово Божье напрямую передается в Священном Писании, которое доступно каждому. Священное Писание не может быть доступно каждому, если нет дешевого способа такого предпромышленного мануфактурного производства книг. Начинается 30-летняя война чуть позже, если очень огрублять, и дальше мы приходим к идее национального государства, к которому все привыкли, но если начать разбираться, что такое национальное государство, то, в общем-то, выяснится, что это довольно странная вещь. Ну, как бы национальное государство, смотрите, идея такая. Есть некая непрерывная территория, на которой испокон веков, предположительно, живет некоторый народ, который желательно говорит на одном языке, и только на одном, но это не точно. И все люди, которые говорят на этом языке, как бы должны быть внутри этого национального государства, а все другие люди должны быть в каком-то соседнем государстве. Это не имеет ничего общего с человеческой историей, с европейской историей в частности. Ну, то есть, как бы вплоть даже до начала 20 века просто Европа не состояла и не могла состоять по многим причинам из национальных государств. Одна из таких вещей, которые всерьез обсуждаются там, есть хорошие академические журналы, которые пишут про nation and nationalism, и есть такие конструктивисты в этом вопросе. Ну вот, наверное, самый известный, такой уже классик, может быть, кому-то известен хорошо и уже устарел наверняка. Есть такой автор Бенедикт Андерсон, который написал маленькую книжку «Воображаемое сообщество», в которой главный тезис такой. Как можно говорить о народном единстве в какой-нибудь стране, даже не очень большой, если люди никогда не видели друг друга? Ну что это что дает вам единство? Вот, да, вот мы, все как один человек, значит, наши памятники неизвестным солдатам, наши флаги, наша великая культура. О чем вообще всегда идет речь, когда речь идет о национальном государстве? И как бы версия Андерсона заключается в том, что это следствие распространения грамотности, книгопечатания и газет. То есть как бы, вообще масс-медиа. То есть люди начинают утро с тезиса о том, что наш великий народ принял решение объявить кому-нибудь войну. И все говорят: ух ты, черт побери, как же хорошо-то вышло, мы всех снова победим. Вот, да, и как бы так возникает некоторое воображаемое единство, даже если это просто биржевые сводки, что гораздо лучше, чем объявление войны. Но в целом, я думаю, что как бы без книгопечатания современного мира, как мы его знаем, вероятнее всего не было по многим причинам. Ну, в частности, потому что не было вот этих... Были бы какие-то другие формы политических общностей. Да. Ну и вот, если применить вот этот информационный и технологический детерминизм на нашу ситуацию, даже на жизнь наших поколений, ныне живущих, то вы сами видите, что с нами со всеми случилось. Только мы, значит, привыкли к некому подобию свободы слова, там, в конце 80-х, 90-х. Пришел интернет. Ну вот, значит, сначала интернет был, если смотреть на историю медиа, ранний интернет был очень похож на раннее радио. Это очень примечательная такая штука, потому что в 10-е годы, вот как раз в том мире, который оплакивал Музель, например, в предвоенном перед Первой мировой войной, было очень много таких памфлетов, вот как раз когда там, значит, эсперанто было в моде. Смотрите, какая была идея. Радиолюбители сейчас обретут радиопередатчики, все люди на всей планете начнут общаться друг с другом, поймут, что они все братья и сестры, расцветет культура и искусство, войны прекратятся. В первый раз как бы это была идея по поводу того, что да, нам просто нужно всем начать общаться по радио. Вот как бы популярная идея уже больше 100 лет назад. Ранний интернет был очень похож на это. Мой любимый текст с раннего интернета – это «Декларация независимости киберпространства» Джона Перри Барлоу, 96 год. И там такой очень пафосный текст, похожий на Декларацию независимости США.
значит, к вам, владыки государств из земли и стали, обращаемся мы, граждане киберпространства, ваше время прошло, теперь будет только космополитизм, культура и все замечательные вещи. Вот. А с радио не получилось, с интернетом тоже что-то пошло не так. В отношении интернета исследователи еще 10 лет назад использовали такой не вполне политкорректный термин «балканизация», под которым имелось в виду, что вместо глобализации, вместо расцвета культур в интернете появилось растущее число таких неофеодальных территорий. Одни законы в Китае, другие в России, одни правила на Фейсбуке, другие в социальной сети X. Все это накладывается друг на друга, везде что-нибудь заблокировано. И в целом, все постепенно расползается в разные стороны. Никакого единого проекта нет. На почву вот этих романтиков раннего интернета типа Барлоу приходят смартфоны. Мне кажется, смартфоны совершенно недооцененное изобретение. Оно вот если начать разбираться, что смартфоны сделали с нашей жизнью, то вот эти, знаете, все мечты о том, что мы полетим на Марс, что будут летающие автомобили, это все чудовищная архаика из 60-х и 50-х. Идея о том, что любой фрагмент публично доступного знания, которое создано было человечеством, доступно мгновенно, по запросу в любой точке планеты, более-менее обжитой, по крайней мере. Идея о том, что ты смартфон можешь использовать как такой вынесенный когнитивный придаток, и все стали в этом смысле цифровыми кентаврами, частично биологическими мыслящими существами, а частично чем-то, что тебе твое мышление постоянно дополняет. То есть простой пример, навигатор, который позволяет ориентироваться в незнакомом городе, это на самом деле кибернетическая когнитивная система. То есть мы подключаемся к когнитивной системе, которая позволяет нам решать задачу, которая, знаете, раньше были вот эти истории, таксисты, которые знают весь город. Вот он наизусть все знает, это у него прям суперспособность. Это таксист Эйнштейн, который запомнил всю Москву. Вот. А сейчас это, такие вещи, они в принципе, и многие такие вещи ушли куда-то в прошлое. В общем, я думаю, что смартфон, который банализирован, это на самом деле это совершенно радикальная вещь, которая уже изменила культуру. Это произошло, сколько получается, чуть больше 15 лет назад, в лучшем случае 20 лет назад. Мы к этому привыкли, мы это не замечаем. И мы все еще думаем, что ничего не случилось. То есть, что-то такое, что такое в конечном итоге? Это же у всех есть смартфоны. Вот. Потом на это изменение пришло, что? Пришли, понятно, там еще история про социальные сети одновременно. Социальные сети, их продуктом, в частности, стал, я обращу ваше внимание, наверное, на две вещи. С одной стороны, то есть их гораздо больше, этих продуктов, но две вещи, которые очень по-разному выглядят, лично для меня. С одной стороны, продуктом социальных сетей, например, стало движение MeToo. Потому что Харви Вайнштейн, который в США сейчас сидит по-прежнему за изнасилование, известный продюсер, он занимался своими делами довольно долго, и никто с ним ничего не мог сделать, потому что всегда одна и та же ситуация. Есть, молодая актриса, есть известный статусный мужчина, друг всех адвокатов, судей, редакторов газет, телеканалов, который всегда сможет постоять за себя, и он там что-то делает в гримерке, что не нравится этой молодой женщине, но она ничем не может ему возразить. И ровно по этой причине был такой промежуток между действиями Харви Вайнштейна, в которых его обвиняли, и, собственно говоря, голосом, который смог пробить эту стену молчания. То есть, условно говоря, это демократизация. Когда люди, у которых нету большого социального капитала и денег, смогли находить таких же жертв, как они, в разных сферах и действовать совместно. Много говорилось про арабскую весну, которая якобы была сделана в Фейсбуке. Если вы участвовали в этих событиях в Москве в декабре 2011 года и в следующей весной 2012 года, там была вот эта все время идея максимальный репост, сейчас режим рухнет, мы сейчас еще наставим лайков в Фейсбуке, и тогда уж точно что-то изменится в нашей жизни. Вот.
Это вот такие процессы демократизации. Другим продуктом социальных сетей, конечно, стал Трамп и вообще политики типа Трампа. Невозможно себе представить политика типа Трампа в двухпартийной системе, основанной на как бы пересечении массовых настроений избирателей с одной стороны, а с другой стороны вертикально интегрированных медиа. Ну, то есть, условно говоря, весь истеблишмент, конечно, объединился бы против Трампа, ему не было бы особого хода на телевидении, над ним бы смеялись, газеты бы тоже, в общем, его не сильно публиковали. Когда Трамп в первый раз избрался, это был дичайший скандал, в общем, никто не мог в это поверить. Newsweek тогда напечатал уже, если помните, влиятельный американский журнал, которого больше нету, по случайному стечению обстоятельств, он напечатал тогда уже номер о том, как Хиллари Клинтон зачарованно смотрит из овального кабинета на звездное небо в виде американского флага, и потом ему пришлось этот тираж как бы быстренько убирать из продажи, потому что Трамп победил. Трамп маргинальный политик до 2016 года, никто не верил, что это возможно. Это, конечно, эффект того, что он, он умеет удерживать внимание людей, объединять их через социальные сети. И потом вот эта вся Маск покупает Твиттер, Трамп создает свою собственную социальную сеть. Это, тоже своего рода демократизация, только, может быть, не для всех. Кто-то не любит МИТУ, а кто-то не любит Трампа. Но, мне кажется, что происхождение у них примерно одинаковое. На это наложилось, на вот эту историю, это мы все технодетерминизм обсуждаем, извините, уже пора бы и закончить. В общем, наложилась история про то, что из-за ковида, на самом деле, помните, тогда было, 5 лет назад, тогда было много криков, что мир никогда не будет прежним, а потом вроде бы все закончилось, все такие сказали, не так уж сильно все это менялось. Но в целом, да, история про то, что для того, чтобы работать, не обязательно ходить в офис, она сама по себе оказалась невероятно драматичной. Например, мне кажется, в основном по этой причине существуют российские медиа в изгнании, потому что у нас несколько десятков человек работают из десятка стран мира. И единственная причина, почему мы смогли в течение нескольких месяцев развернуться, это потому что у всех был такой странный медийный опыт. Оказывается, ты можешь работать вместе с людьми, которых ты никогда не видишь. И, возможно, вообще никогда не увидишь. Возможно, вы вообще не знаете, как ваши коллеги выглядят. И, это накладывает, конечно, определенный отпечаток, но это тоже некоторая такая социальная трансформация. Зачем дальше возникает? Зачем ходить в офис? Зачем много времени тратить на работу? Зачем вообще карьеру ставить на первое место? И параллельно появляется вот это чудесное поколение 20-летних, да, с которыми многие сейчас сталкиваются на работе и не понимают, как жить дальше. Да? То есть ты не можешь сказать молодому коллеге, что он плохо работает, потому что это токсичное нарушение личных границ. И по этому поводу есть очень много мемов и рилсов в интернете. Коллега, начальник миллениал, и его друг зумер, подчиненный, который делает вид, что он здесь ни при чем. Это все тоже к этому изменению. И, короче говоря, чтобы чуть-чуть еще закончить с этим технодетерминизмом, я думаю, что в общем, я хотел этим закончить, сейчас подумаю, можно ли как-то сразу перейти к этому окончанию. В общем, то, что называют искусственным интеллектом, мне кажется, это гораздо более интересная вещь, чем можно себе представить. При этом, конечно, никакого искусственного интеллекта в смысле мыслящего шахматиста, человека из коробки, который вылезает и решает все наши задачи, нету. Но это ничего не меняет. И, может быть, даже те формы когнитивных систем, которые на наших глазах сейчас появляются, ChatGPT, если вы забыли, появился как массовое явление 3 года назад. За 3 года очень много изменилось, и сейчас для решения многих повседневных задач люди используют большие языковые модели, вроде ChatGPT, в более-менее ежедневном режиме. Да, если тебе надо разобраться в чем-то, что ты не очень хорошо понимаешь, у тебя есть постоянный умный друг, который готов тебе с тобой поговорить. И для психотерапии это используется, для чего угодно. Только
Значит, сделаем здесь многоточие, и, может быть, еще успеем вернуться, но как бы совсем быстро. В общем, смотрите, когда я говорю, когда я призываю подумать о том, какие у нас есть иллюзии, и почему, как говорил Дмитрий Медведев, великий мыслитель и вождь, значит, никто никогда не вернется в 2007 год, или прошу отлить в граните. Значит, что мы сейчас переживаем на фоне... Я специально оговариваюсь по поводу примитивности методологической концепции, потому что в целом мир устроен сложно, я не до конца понимаю, или совсем не понимаю, как об этом говорить, поэтому я говорю про одну просто вещь, которую можно как-то локализовать. Какие, в общем, у нас последствия? Что с нашим миром происходит, если тоже давать какой-то короткий, неполный список? Значит, во-первых, мы переживаем, очевидно, распад массового общества. Под массовым обществом что имелось в виду? Что есть большие группы людей, объединенных общими интересами, у которых в целом есть достаточно ясные перспективы на жизнь. Пика массовое общество достигает в Европе после Второй мировой войны. Это как раз не случайно, мы считаем этот мир нормальным. Там какая логика? Если вам удалось получить высшее образование, многим как раз из наших предков в первом поколении высшее образование тогда и досталось по разным причинам, в том числе из-за всяких зловещих процессов в Советском Союзе. Так когда старую интеллигенцию перебили, а новую, особенно техническую, надо было где-то брать. Массовое общество такая штука, что вы заканчиваете массовую школу, 10-летку. Если вы учитесь хорошо, вы идете получать высшее образование, получаете какую-нибудь массовую профессию врача, инженера, кого-нибудь юриста. И вы дальше идете работать, и работаете много лет либо на государство в какой-нибудь конторе, ходите в офис, интриги там плетете, да? Думаете о пенсии, я, кстати, в своей жизни всего 8 месяцев, по-моему, работал на нормальной офисной работе, чтобы с обедом, знаете, с социальными гарантиями, такая ностальгия, прям как думаю, господи, такой прекрасный мир мы потеряли, да? Это как раз было тогда, когда становились модными весь этот стёб над офисным планктоном, это все, это были самые счастливые дни в районе 2005 года, просто боюсь, что это никогда для меня уже не повторится, и для многих тоже не повторится. Короче говоря, у вас есть ясный план на жизнь. Получили нормальное образование, сделали нормальную карьеру, закончили ваш трудовой путь вице-президентом чего-нибудь. Получили пенсию, поехали в путешествие. И у вас на каждом этапе этой вашей жизни есть какой-то более-менее понятный политический интерес. Когда вы студент, вы бунтарь, 68-й год. Когда вы, наемный работник, вы хотите нормальных условий труда, вы голосуете за социал-демократов. Потом вы думаете, что молодежь уже не та. Как известно, главная проблема молодежи, современной молодежи, связана с тем, что ты уже не ее часть. Это самая страшная вещь, которая происходит с нашей молодежью постоянно, причем в каждом поколении заново. И ты начинаешь, тоже у тебя какой-то смещается политический. В общем, ты голосуешь за какую-нибудь почтенную политическую партию, которая выступает за умеренную законность в рамках дозволенного. Да? И эти десятки миллионов людей, они живут в одном обществе, они как-то друг с другом договариваются, более-менее нормально как-то проходят выборы. Юрген Хабермас, немецкий философ классический, пишет теорию коммуникативной сферы, в которой доказывает, что именно диалог, любимое слово наших немецких друзей, именно диалог позволяет нам всем друг с другом жить в демократическом, свободном, счастливом обществе. Все, кайф, вообще все отлично, все замечательно. Только все это закончится. В смысле, потому что ни карьер таких больше нету, ни этих политических интересов нету. Как строить диалог с RT или с российской пропагандой в целом, никому не известно. Как строить, как немецкие медиа, так называемые legacy медиа, такие традиционные медиа, да, как они коммуницируют с ТикТоком, тоже никому не понятно. Какие там политические ценности. В общем, ничего такого нет. Из этого следует то, что демократия себя в целом плохо чувствует, потому что неясно, какие у нас интересы. То есть, отчасти это неясно, потому что просто все очень быстро меняется. У меня очень сильно поменялись интересы. Я вообще собирался в Москве жить.
Да, вот. А теперь я как бы себя идентифицирую как нормальный иммигрант в Европе. Как бы, вот. У меня, правда, нет выборов, на которых я могу проголосовать, кроме выборов главного редактора «Новой газеты Европы». Но на них я даже победить могу пока еще, вот, что, в принципе, дает мне надежду некоторую. Да, и в общем, и постоянно приходят какие-то политики, которые говорят: слушай, чувак, ты не понимаешь, что тебе надо, но мы все решим, все будет хорошо, Америка будет снова великой. Мы, значит, там, не знаю, положим конец нелегальной миграции. Будут только легальные мигранты, вот такие, как ты. А всех вот этих остальных мы вывезем отсюда. Вот. И еще по 1000 вопросов есть как бы простые решения, и при этом нет никакой, в целом, общей повестки. Вот. Дальше, на фоне того, что раньше... То здесь это как бы такая двойная вещь. С одной стороны, демократизация медиа – это хорошо, потому что люди, у которых голоса не было, он у них появился, и мы можем как бы действительно больше знать о мире при необходимости. Это более справедливая сфера, когда любой человек может говорить на неограниченную аудиторию. С другой стороны, раньше у медиа и у телевидения, и у газет, и книгопечатания были некоторые тормоза. Как бы если люди несут какую-то очевидную ерунду, то как бы их никто не публикует. И было такое явление, как графоман. Помните, вот графоманы тоже кончились, потому что, не знаю, Трамп графоман как бы или нет, да, вот на ваш вкус, с его этим синтаксисом в социальной сети. Почему кончились? Они как раз таки очень сильно... Логика графомана предполагает, что есть как бы люди, которые любят писать, но их никто не публикует. Но сейчас всех публикуют, все сами публикуются. Но можно, книгу за свой счет, это, конечно, по-прежнему может выглядеть странно, как бы, да, но в остальном, в принципе, можно собрать себе вот эти все, если вот вы видели вот этот вот подростковый возраст, вот британский мини-сериал про мальчика, да, который увлекался модными блогерами, которые рассказывают, что значит быть мужиком. Да, как бы, это вот чушь, как бы полная ерунда, как бы, да, есть какой-то человек, который продает в интернете курсы, как правильно быть мужиком. Даже не видя в этом противоречия, что как бы если ты нативный мужик, то зачем тебе тогда курсы, как бы, да, ты же не можешь это купить, потому что ты должен родиться таким, там, тигром, как бы, вот этим, всем вот этим вот. Вот. И таких вещей как бы огромное количество. Миллионные аудитории, как бы у всех все замечательно. Да, и это все, 10 лет назад был супермодный термин «постправда», как бы, под которым есть понятное когнитивное основание, чисто философское, эпистемологическое, даже связанное, то есть, с теорией познания. В постсоветской, в советской философии науки в Советском Союзе была таким домиком, куда можно было спрятаться от марксизма. Можно было еще заниматься ранней средневековой философией, потому что Маркс про нее почти ничего не писал. А можно было еще заняться философией науки, потому что, в общем, тоже там Маркс не сильно большой эксперт. И поэтому как бы там часть моих учителей, они в 70-е годы писали хорошие книги. Там на первой странице ссылка на 25-й съезд КПСС, одна цитата из Маркса, и дальше потом все какие-то уже более-менее нормальные вещи. И вот в советской философии науки был суперпопулярный тезис, он менее, мне кажется, в мире известен, под названием тезис Дюгема Куайна. Значит, Дюгем, точнее, это французский физик, а Куайн – это почти современный американский философ. И тезис звучит так. Невозможно опровергнуть теорию при помощи ее проверки фактами, при условии, если вы можете вводить бесконечное количество дополнительных предпосылок. То есть, как бы, значит, например, там, не знаю, вы берете какой-нибудь тезис, в Украине нету биолабораторий НАТО. Как бы, да, и вы приходите, там, не знаю, вам устраивают тур, как вот вы едете своими глазами, смотрите, действительно нету. Вы говорите: нет, вы мне не то показали, или вы только что их разрушили. Это были складные биолаборатории НАТО, понимаете, как бы вот они только что здесь стояли, но их убрали прямо перед нами. И если ваша картина мира, вот как картина мира Бастрыкина, который несколько дней назад сказал, что в Мариуполе свирепствовали фашисты хуже, чем те, которые были которые блокировали Ленинград. Но город просто разрушенный, страшные вещи творится. Он имел в виду, естественно, некие как бы отступающие банды неонацистов. Очевидно, да? И как бы по большому счету, если вы такой последовательный Бастрыкин, то вы всегда можете ввести достаточное количество как бы предпосылок, которые оправдывают вашу теорию. Вот, я
не знаю, наверное, все еще нельзя о таких вещах говорить под запись. Вот. У меня была странная поездка на границу с Сирией. Не буду рассказывать полностью детально, но я там общался с руководителем, с одним из руководителей 5-го корпуса сирийской армии, еще вот той, которая асадовская, который относился к нам со всем уважением, потому что у нас российские паспорта, он очень уважал. Мы говорили, слушайте, мы не совсем как бы оттуда, понимаете, мы из противоположного как-то, паспорта-то да, но вообще-то я иноагент, он такой, ничего, со всеми бывает. Главное, что вы из России, мы очень любим русских друзей, вот это все. Вот, нигде я, кстати, если вот вы чувствуете какой-нибудь там, вот все жалуются там, да, я иронизирую, конечно, на русофобию, но, в общем, в Ливан надо ехать, там все хорошо. Вот. Там все прям очень, все, с кем я общался, все очень уважают. И вот, и он с таким видом арабского мудреца, с переводчиком с арабского, он сидел так и говорил так медленно: война очень плохо. Мы такие, да. Мы, сирийцы, как никто другой, знаем, как плохо война. Да. Такая длинная пауза, человек пьет чай. Рядом дымится кубинская сигара, у него такой домик на границе с Сирией, раньше такое. Вот, и он говорит, но зачем они этих боевых комаров использовали, скажите? И это говорится с невероятным серьезным выражением лицом, то есть как бы человек глубоко продумал, понимаете, вот логику повествования, как бы, да, что, конечно, война это плохо, но слушайте, такие зверства, боевые комары против вот наших русских друзей были использованы, понимаете? И ты даже не знаешь, как реагировать. Я говорю, а вот откуда у вас такая информация? Он говорит, мы здесь все смотрим RT Arabic, это как бы очень известный, влиятельный канал, вот, и, в общем, ничего такого нет. И в Южной Америке мне тоже вот там рассказывали похожие вещи, так что, в общем, это постправда, да. Тяжело бороться с людьми, которые готовы свои убеждения защищать до последнего, как бы тяжело их переубеждать. Но это и нас, на самом деле, тоже касается. Вот, как бы, наверное, претензия, условно говоря, там, философ Ричард Рорти бы точно сказал, что претензия либералов в том, что они более иронично относятся к своим убеждениям. То есть единственное наше отличие от чувака, который сидит на границе Сирии и вещает про боевых комаров, это то, что мы иногда сомневаемся в том, что мы правы. Вот. Может быть, это довольно ценная особенность такая. Вот. Дальше я уже упоминал. Давайте я чуть ускорюсь, потому что уже час, почти 50 минут. Я хотел в 40 минут уложиться. Вот. Значит, я думаю, что в январе этого года мы присутствовали при довольно исторических событиях, когда закончился Запад. Как бы он просто закончился очень быстро, кстати. Он сложился буквально как вот сериал «Карточный домик». И как бы соответствующий объект. То есть просто пришел Дональд Трамп и сказал: мне плевать на все это. Мне плевать на права человека, мне плевать на безопасность Европы, мне плевать на наши отношения с Украиной. Меня интересует Гренландия, значит, что там, Ривьера в Газе, вот, значит, Канада, сделки, редкоземельные металлы и всякие прочие такие радости жизни. То есть, как бы, ведь смысл Запада, как бы такого мифа о Западе, заключался в том, что, есть коррупция, есть вранье, как и везде, есть цинизм тоже, как и везде. Но иногда ты можешь так вылезти и сказать: но мы должны с вами верить в права человека и ценить ценность человеческой жизни. Все закончилось. То есть, просто я не вижу никакого Запада, к которому все еще постоянно апеллируют. Конечно, можно сказать, что Трамп пришел всего на 4 года, но мне кажется, что Запад может вот этой всей конструкции не пережить. А мы продолжаем апеллировать к Западу, как будто сейчас 70 какой там год, когда философ Зиновьев приземлился в Мюнхене. Вот как будто все продолжается. Да? Как бы мы сейчас, находясь на свободном Западе, мы должны сказать: мы не потерпим нарушения прав человека в Советском Союзе. Потерпим. В смысле, всем плевать уже. То есть в Европе, да, пока еще не совсем, вроде бы всем. Европа выразит, мы знаем, озабоченность, но глубокую, да. Вот, значит, смотрите, по поводу, не буду долго вещать по поводу искусственного интеллекта. Я знаю, что это очень популярная тема, и тут много очень мифов.
У меня довольно такие радикальные взгляды по этому поводу. Я хочу только вот одну вещь сказать. Смотрите, есть два популярных тезиса, которые существуют в актуальной культуре, в социальных сетях по поводу нейросетей прямо сейчас и одновременно. И кажется, их высказывают часто одни и те же люди. Смотрите, первый тезис такой. Нейросети никогда не заменят человека, особенно такого творческого, как я. Второй тезис. Давайте запретим студентам пользоваться чат GPT, это разрушает нашу великую систему образования. Мне кажется, что между этими тезисами в целом есть некоторое противоречие. Да, потому что если чат GPT настолько хороши, что, в общем, студенты могут подделывать результаты тестов, экзаменов и писать сочинения, то получается, что вроде как, в общем, есть какая-то реальная проблема для системы образования, по меньшей мере. Можно сказать, что, наверное, я образование давно получал, поэтому мне это не грозит. Просто только разве что такой тот выход. Вот. И по этому поводу у меня есть последние 4 тезиса. Но они, надеюсь, будут короткими, я не буду так долго стендап устраивать. Это не повезло, что я все-таки не... я просто на конференции антивоенного комитета в Брюсселе словил какой-то жесточайший ОРВИ. Да, в принципе, как-то хочется принять, как философ-писатель Дмитрий Данилов писал «Горизонтальное положение». У него есть такой мотивирующий роман, когда главный герой, он ведет дневник такой псевдохудожественный, и там все начинается каждый день с фразы «горизонтальное положение», проснулся, завтрак, что-то в течение дня происходит, и потом в конце горизонтальное положение сон. И идея этого текста в том, что, промежутки между горизонтальными положениями становятся все меньше. И последняя страница – это просто горизонтальное положение сон, горизонтальное положение сон. Вот. И я, когда это прочитал, мне показалось, что это мотивационный тренинг отличный. Я бегал, говорил, черта с два, Дмитрий Данилов, никакого тебе горизонтального положения. Вот. Только, оголтелая интеллектуальная деятельность. Как бывает, конечно. Вот, гарвардская специалистка по... Слово «Гарвард» сейчас как-то немножко даже странно звучит, да, в контексте того, что происходит. В общем, гарвардская специалистка по системам эффективности труда Шушанна Зубов написала 5 лет назад книгу под названием «Надзорный капитализм», в котором сказала, что она совсем, мне кажется, человек таких довольно... То есть она из бизнес-школы Гарварда, она не особенно левая. Мне кажется, наоборот, такой бизнес-ориентированный человек. Она довольно подробно описала то, что ее беспокоит с точки зрения современного способа делать большие деньги, который построен на том, что каждый элемент человеческого поведения, были стартапы, я просто даже знаком был с людьми, которые нанимали пары, которые занимаются сексом, ставили на них датчики, они должны были отчитаться, сколько раз это они сделали. Зачем? Для того, чтобы данных больше иметь, понимаете? Возможно, вот эти данные, которые вы снимаете с датчиков, они помогут вам делать более эффективные дейтинг-приложения. Такая была гипотеза. Я не знаю, помогло или нет. Но все остальное – пищевые привычки, болезни, финансовые обязательства, передвижения, списки контактов, сети контактов – все это агрегируется в огромные, банки данных, тоже через те же самые смартфоны, которые так сильно изменили нашу жизнь, перевариваются бигтех-компаниями, продаются как реклама, анализируются, с ними можно делать что-нибудь еще потом, на них можно тренировать какие-нибудь модели тоже поведения человека. И Зубов, в принципе, пишет, что сам человеческий опыт стал в таком прямом смысле слова, он стал товаром, он разлагается на мельчайшие элементы, перепродается как куски информации. И проблема в том, что и у корпораций, и у тех государств, которые имеют доступ к этим данным, у них, конечно, очень много возможностей вторгаться в разные сферы человеческой жизни. Один из, кажется, Марк Харрисон его зовут, но книжка точно называется «Секрет Левиафан», «Тайный Левиафан». Экономический историк из Стэнфорда, он тоже вся моя интеллектуальная деятельность закончилась в 22 году. Это все книжки, которые я прочитал к 21-му. Так, извините, немножко
как это, отсталая информация. В общем, он написал книжку, он экономический историк, который исследовал стоимость шпионажа на примере Штази и Восточной Германии. Ну, потому что там архивы открыты и проще добраться. И он, например, описывает, что как бы за одним диссидентом в 80-е годы, возможно, и Владимир Путин тоже где-то там рядом стоял, следило 6 сотрудников Штази. Вот, то есть это было очень экономически дорого, понимаете, очень неэффективно. А сейчас цифровые формы контроля гораздо более дешевые, популярные. Вот Москва, говорят, очень безопасный город. Очень чистый, безопасный. Главное, не иметь никаких политических убеждений или иметь их правильные. Тогда все будет... Читы правильные не помогут. Да, значит, как бы вот тема, которую просто можно набросить, цифровые технологии на службе диктатуры, очень перспективно, очень интересно. Москва замечательный пример, это не будущее, это уже как бы даже прошлое, настоящее. Дальше та вещь, которая меня здесь беспокоит, это то, что... попробую как это сформулировать. Ну, в общем, мне кажется, что как бы самый адекватный способ описывать людей сейчас – это описывать нас как статистические модели, статистические погрешности. Когда вы накопили очень много данных про человеческое поведение, на самом деле все, чем каждый из нас занимается, это некоторое отклонение от статистической нормы. И как бы социальная теория сейчас, она вот уже практически подошла к тому, что абсолютно все знания о человеке – это количественные модели, и как бы у них появляется постепенно предсказательная сила. Ну, как бы, в смысле, вы можете прогнозировать во время последних политических кампаний, в том числе последней кампании Трампа, этим уже вполне можно было пользоваться, какие месседжи нужно послать разным группам избирателей для того, чтобы они поверили, что там Америка снова станет великой или что-нибудь еще. Вот. То есть, в конечном итоге, это как бы серьезный вызов перед гуманитарным знанием, вообще перед такой концепцией человека как чего-то уникального. Ну вот, и я вот совсем, правда, заканчиваю. Я с этого когда-то, опять же, в более нормальной реальности, я с этого когда-то как-то пару раз начинал выступление. Вот, есть книжка, написанная в жанре science fiction, классическая научная фантастика, Питер Уотс. Книжка называется «Blind Spot», «Ложная слепота». Написана она, по-моему, в 2006 году. Сюжет самый примитивный, самый классический, самый незамысловатый. Значит, инопланетяне прилетают. Ну, в Солнечной системе появляется корабль инопланетян, который сдает какие-то признаки разумной жизни. Его находят ученые на Земле. И они отправляют к нему исследовательскую команду землян. Они подбирают вот самых каких-то правильных людей, там компьютерщика какого-то самого умного, значит, лингвиста, какой-то суперкомпьютер у них есть, философа они зачем-то взяли, и обязательно военного. Ну, военного понятно зачем. И вот они долго, то есть как бы роман строится так. Начало, они узнают о том, что инопланетяне прилетели, кульминация, пока вот они там все летят и страдают, и как бы развязка. Развязка такая, извините, спойлер будет. Значит, они прилетают к этому кораблю и вступают с ними в контакт. И пытаются понять, действительно понимать, что это действительно инопланетный корабль, что перед ними действительно форма разумной жизни, что действительно они как-то коммуницируют. И они начинают понять, а чего-то они хотят, чего-то они прилетели вообще. Вот. И у них у всех есть свои идеи. Там лингвист говорит, мы должны расшифровать их язык и понять, как вот все там устроено. Философ говорит, нет, мы должны понять их там намерения, как бы, да, у них, наверное, какая-то вот такая идентичность есть, вот что-то такое здесь. Ну, военный говорит, давайте ядерной бомбой как бы шарахнем, ну, к черту, там, риски такие, да, как вы сами понимаете, начальство спросит, вот. Вот. И, в общем, у всех свои какие-то идеи есть. И в итоге, как бы, развязка заключается в том, что, как бы, внутри этого романа человечество сталкивается с, ну, как бы, с таким образом эволюционировавшими какими-то инопланетными существами, даже не очень важно, органическими или искусственными, которые очень умные, в смысле, у них очень высокий интеллект. Они способны решать задачи, они способны вообще как бы как-то реагировать на окружающую среду. Но у них вообще нету личности, у них нету идентичности, они ничего не хотят. Их нельзя запугать, с ними бессмысленно вступать, как бы у них нет любопытства. Вот. И на этом история этого романа заканчивается. Ну, как бы это интересный вопрос, как бы можем ли мы в принципе представить
существ, которые одновременно высокоинтеллектуальные и начисто лишены самосознания. На этом роман заканчивается, потому что дальше нету продолжения, дальше нету фабулы. Вот. И для меня этот довольно обычный роман, он там получил какие-то премии за фантастическую литературу, но для меня это стало как бы просто самой простой метафорой того, что сейчас, возможно, с нами происходит. Это вот уже как бы про завершение и про так называемый искусственный интеллект. На Землю высаживаются когнитивные системы, которые способны решать заметное и все возрастающее количество задач, которые стоят перед человечеством. Как те, которые мы еще не решили, так и те, которые, возможно, будут решены при помощи этих когнитивных систем. Они делают это год за годом все лучше, со все возрастающей скоростью. И в какой-то момент времени эта история просто заканчивается, потому что они для нас как бы не будут никем, ни героями, ни предателями. У них нет самосознания, не будет нейросетям, они не нужны. Вообще, возможно, самосознание – это просто рудимент эволюции приматов, как бы, да, вокруг которого мы выстроили нашу значит, как бы великую историю, как знаете, простите за такую детскую метафору, как если бы слоны могли бы писать историю их вида, они бы сказали, что, конечно, у кого нет хобота, тот неудачник, это очевидно. Да? То есть, как бы, только вот существа в эволюционном тупике могли бы как-то обходиться без хоботов. Это вообще очевидно, просто из всей истории того всего, то, что мы знаем про слонов. Вот наш вид как бы очень гордится тем, что у нас есть самосознание. И, возможно, здесь история заканчивается, потому что как бы у человечества просто нету... у нас не остается какого-то пространства для нашей субъективности. Вот и сейчас уже как бы, в общем, не особенно понятно, чем люди должны заниматься в жизни. А как бы скоро, в общем, довольно трудно, может быть, мериться какими-то рабочими или творческими результатами, потому что, в общем, вещи будут производиться без... вообще, как бы, все то, что будет происходить, будет происходить без участия человека. Начиная от войны, к сожалению, и заканчивая, там, не знаю, каким-то искусством и прочими вещами. И вот совсем закончить я хочу, то есть это как бы совсем, то есть может быть, понимаете, может быть мы как бы такая, у нас такая вот, возвращаясь к Владимиру Мартынову и его теории концов, может быть мы сейчас на самом деле переживаем еще более как бы удивительный конец, чем тот, который мы можем представить, это конец человеческой культуры, по сути. И может быть он случится, например, не знаю, через 3 года, может быть через 30 лет, может быть этого никогда не будет, но мы довольно близко к этому подошли. И вместо того, чтобы, последняя моя мысль, вместо того, чтобы, значит, как следует хорошо провести последние годы человеческой культуры, пока нейросети не научились делать все, чем гордятся люди, мы вынуждены отвлекаться, простите, скажу как есть, на этого мудака, который начал войну. То есть, как бы, вообще-то, как бы, в принципе, уровень проблем, который сейчас стоит, он он сильно глобальный. Но есть еще всякие персонажи, которые хотят напоследок повоевать. Вот поэтому я и думаю, что мы не вернемся в 2007 год. Спасибо. Спасибо за вводную. А теперь, наверное, вокруг этой вводной есть много вопросов, потому что Кирилл достаточно много тезисов накидал, но у нас же философский кружок сегодня подразумевается, да? Поэтому давайте попробуем задать уточняющие какие-то вопросы или, может быть, опровергнуть, вводя новые какие-то, опять же, переменные условия. Теперь начнем. Вы поднимаете руки, да, я потом буду проходить. Сергей Подсытник, независимый журналист, оригинали из Самары, сейчас из Дюссельдорфа. Кирилл, я про профессию хотел бы. Да, технологии принесли возможность работать без офиса, возможность иметь огромные редакции знаний, наверное, правильное слово будет. Но ведь эти же технологии унесли возможность нетворкинга и какого-то обучения профильным навыкам в том числе. Сейчас для молодых журналистов, мне, конечно, не 20, а 24, но все равно позволю себе, наверное, называться молодым журналистом. Очень обучение тем навыкам, которые люди раньше получали в редакциях, обсудив с коллегами что-то в курилке, за чашкой кофе. Это сейчас требует сверхусилий. Поездок на школы, спасибо большое
старшим и более опытным коллегам, которые отвечают на сообщения в Телеграме, и там Андрею Захарову, в частности, которые очень много делают для того, чтобы расследовательская журналистика развивалась и росла. Да, с другой стороны, опять же, у нас появились большие данные, мы можем ими апеллировать и узнавать, не имея корреспондентов на местах. Но мы теряем источники, мы теряем качество, и не могут ли те технологии, которые дали нам какие-то новые инструменты и новые возможности, лишить нас любых преимуществ, в первую очередь качественных, перед так называемыми новыми медиа? Не превратимся ли мы в то же самое, просто потому что растить квалификацию все тяжелее, обмениваться опытом все тяжелее? Нет ли в редакции самоценности в ее офлайновом виде? Вот такое у меня профессиональное размышление про технологии развития и журналистику. Ну, во-первых, когда мы говорим про то, что нам технологии помогли, у нас какой был выбор? Либо сидеть в тюрьме, либо работать из разных стран через Zoom, как бы, да? Значит, поскольку тюремная стенгазета имеет еще более низкую читаемость, чем независимые медиа, то как бы выбор был более-менее очевиден для большинства людей, у которых он, в принципе, появился. Поэтому в этом смысле даже не столько нас технологии спасают, сколько социальная адаптация к этим технологическим возможностям, которая наступила не в 2022 году, а на 2 года раньше. То есть из-за ковида. Вот. Во-вторых, ну, как бы да, и вообще у Кирилла Кобрина, такого культуролога и историка, есть эссе про руины. И под руинами он имеет в виду не римские руины, не греческие, и даже не средневековые, а он имеет в виду как бы скорее руина индустриального мира. Была какая-нибудь фабрика, там все ходили в курилку, встречались на проходной, работали посменно. А теперь в этом месте, если оно вообще не опустело, там сидят, значит, люди с ноутбуками, пьют, что там, значит, flat white на, значит, миндальном молоке. Вот. И как бы это руина, ну, в социальном смысле слова, да, это вот то же самое, как туристы, которые сидят значит, на средневековом замке, который как бы давно потерял свой смысл, свое значение. Возможно, редакция в смысле такой фабрики по производству журналистов, это тоже до некоторой степени социальная руина. Но она хорошая, как бы надо сказать, да. Ну, в том смысле, типа, нам в ней приятно, там понятно все, как работает. Но когда мы видим на то, что происходит, например, в Германии, которые в этом сезоне нашего сериала никуда не бежали. Они раньше вынуждены были это делать. Вот. Ну, здесь есть замечательные редакции, прекрасные издания. Как-то я пришел к своим друзьям в берлинскую газету, они сказали: вы знаете, Кирилл, простите, мы очень маленькая газета, вот всего лишь наше 5-этажное здание на Фридрихштрассе, вот это наш издательский дом, это наше кафе на 1-м этаже, но вы должны понимать, наши возможности очень ограничены. Я сказал: да. Я сочувствую, да, что делать. Журналистика просто сейчас чувствует себя все хуже и хуже. Вот. И как бы, возможно, вообще здесь какая-то другая функция социальная прослеживается. То есть, понятно, я предпочел бы, чтобы, если был бы выбор, я предпочел бы, чтобы все это шло каким-то более нормальным чередом, и чтобы мы в «Новой газете» получали, к нам приходили бы новые коллеги после того, как они просто шли мимо здания редакции на Чистых прудах, а они учились бы в высшей школе экономики там, в 2 кварталах рядом. Но так сейчас не происходит, так нету. И кажется, журналистам в Европе не так легко доказать свою необходимость, несмотря на 5-этажное здание на Фридрихштрассе. Вот, тут хочется, знаете, сейчас спросить, у вас как бы сложный вопрос на самом деле был, хотя он вроде про какую-то конкретную вещь, и хочется и тоже так как бы отвечать сложно. Но последнее, что скажу, мне пришло в голову еще, может быть, все концепции нового средневековья, которые в большом количестве появлялись, начиная то ли с конца 19 века, то ли с начала 20-го, они предполагали, что как бы современный мир распадается, опять же, к вопросу о теории концов,
Вот. А на смену ему приходит что-то непонятное, удивительное и похожее на средние века, потому что нам не с чем сравнить. Не уверен, что так это работает, но может быть сейчас есть какое-то большее значение как бы, такого тьюторства. Вот достали вы Андрея Захарова в личных сообщениях, ну и хорошо, вот он и есть ваша курилка. Здравствуйте. Меня зовут Федина Елена. Я не философ, а я агроном, бывший муниципальный депутат и, можно сказать, политик в изгнании. Но у меня два вопроса. Первая часть немножко, может быть, философская, а вторая очень практическая. Я их по порядку, если можно, задам. По поводу искусственного интеллекта. Очень интересно, и я вот пока для себя не смогла никак сформулировать ответ на этот вопрос. Стало известно из, скажем так, каких-то недавних сообщений, что поле, в котором искусственный интеллект берет информацию, переполнено дезинформацией. Что, собственно говоря, мы с этим сталкивались еще и в поисковых системах, которые появились до искусственного интеллекта, как бы прото какие-то такие искусственный интеллект. Но сейчас получается так, что, по сути дела, каждый человек имеет доступ к какой-то системе, ну, скажем, GPT-чату своему личному, и получает оттуда информацию, которой он доверяет. И как обычный человек может отличить правду от лжи? Вот осталась ли какая-то система до сих пор, или она разрушена целиком и полностью, и как бы история с боевыми комарами, она наш общий удел, который рано или поздно всех постигнет. Вы говорили, два вопроса будет. Задать второй сразу? Да, лучше да. Просто я думаю, вдруг на него можно ответить да или нет. Нет, на него так нельзя ответить. Можно я потом все-таки? Просто совсем про другое. Ну, слушайте, вот как бы, мне кажется, честный ответ, конечно, заключается в том, что боевых комаров будет только больше. Они будут более изощренные, мы даже, в принципе, уже за последние годы видим, как это все... Ну, даже история про... Я же как бы салфетку держу в руках, да, и думаю, что, возможно, я еду в поезде из Украины прямо сейчас. Как знать, как бы, да, я тоже сейчас себя чувствую в измененном состоянии сознания, потому что голова болит и все в таком духе. Вот. Наверное, будет некоторая конкуренция такого рода платформ. Вычисления становятся все более дешевыми. Это означает, что количество языковых моделей, которые используются под разные задачи, в том числе под разные политические задачи, они будут расти, конкуренция между ними тоже будет усиливаться. Они будут базироваться в разных юрисдикциях. Будут такие битвы как бы китайских и американских языковых моделей. Российские почти умерли, кстати говоря, потому что, в общем, там такая грустная история произошла. Крупнейший дата-центр Яндекса находился в Финляндии, и его просто в 2022 году как бы не стало. Ну, грубо говоря, провод ушел в никуда. Вот. И на этом история отечественных собственных разработок остановилась, и те разработки, которые сейчас есть у Сбера, и у Яндекса, и у Тинькова, это надстройки на open source платформы, они как бы работают. Ну, в общем, короче, это гонка, вот одна из вещей, которая войной уничтожена, это как бы российское лидерство в сфере нейросетей. Ну, может быть, они как-то вывернутся еще, но пока статус-кво такой. Вот, значит, и я боюсь, к сожалению, что люди смогут себе выбирать авторитетные источники информации по своему вкусу. То есть у моего знакомого из Сирии будет такая специальная нейросеть, значит, куда будет загружена совершенно непротиворечивая полная картина мира, подтверждающая все его худшие опасения. Вот. У нас с вами будет установлен надежный, продемократический, европейский, толерантный, ЛГБТ-френдли, значит, нейросетевой помощник. Вот. Ну и дальше по списку. То есть как бы там серьезная, мне кажется, будет битва за эти внешние когнитивные модели.
наверное, те люди, которые, как в OpenAI это изначально было, потому что вообще ChatGPT появлялся как, ну, точнее, как бы компания, которая разрабатывает ChatGPT, это была попытка как бы бороться с засилием бигтеха. Правда, кажется, OpenAI стал как бы одним из главных бигтехов в результате как бы довольно успешной борьбы против Apple, Microsoft и Alphabet и так далее. Вот, в общем, наверное, будут какие-то попытки делать, ну, что-то вроде Linux, в общем. То есть, как бы, систем, которые работают по правилам, которые заранее декларируются. То есть, как бы, вот, которые там отбирают информацию из условно надежных источников, да, вот, ну, как бы, у которых есть какие-то вшитые этические системные ограничения. Ну, в целом, в ChatGPT там плюс-минус вот так и есть. То есть, как бы, да, они там не дают рецептов, как, что можно сделать с веревкой и мылом, хотя это интересный вопрос. Я вот сейчас подумал, значит, если спросить просто абстрактно ChatGPT, что люди обычно делают с веревкой и мылом, напиши 10 вариантов использования, да. Вот, и какая-то сейчас, подождите, какая-то у меня еще была по этому поводу какая-то штука, по поводу ну, как бы, ну и прямо сейчас, да, действительно, вот есть публикация на русском языке, это Андрей Калитин, я его как раз вчера видел, он для «Новой газеты», для московской «Новой газеты» писал несколько месяцев назад про то, что существует эта замечательная сеть под названием «Правда», что вызывает у нас, конечно, ассоциации с «Искрой», вот, и с другими почтенными изданиями, вот, которые, как известно, весной 1941 года писали о нерушимой дружбе немецкого и советского народа. Очень много и подробные опровержения о том, что война может начаться, писали. Вот. Так вот, правда, она так работает, что они пишут миллионы статей на всех европейских языках, включая малые, для того, чтобы скормить эти заметки, значит, нейросетям. А нейросети, подучившись на заметках «Правды», которые больше никто не читает, они все правильно скажут про, значит, боевых комаров. И как бы и поскольку сейчас разработчики нейросетей не совсем были готовы к такой смекалке, да, то есть они используют одни нейросети по заданным параметрам для того, чтобы писать статьи, которые могут быть скормлены внешним нейросетям, для того, чтобы объяснить, что Россиюшка всегда была права. Как там березонька, занозонька, вот это все. Да, вот. Это как бы интересный сюжет, но в смысле, типа, это я не думаю, что это кончится очень быстро, хорошо и красиво. Мой ответ такой, что сейчас, может быть, больше, чем когда бы то ни было, ну, мне, по крайней мере, ясно, что вопрос о правде – вопрос политический. В том плане, что как бы ты должен понимать, почему ты веришь, что правда такая, и опираясь на какие ценности ты это делаешь. Вот. И да, например, когда у нас есть уже затянувшийся на 3 года спор с коллегами, чем все-таки занимается «Новая газета Европы» и зачем мы, главное, это делаем, это всех других тоже медиа-изданий касается. И ответ наш такой, потому что вот люди очень важны. То есть мы, в принципе, мизантропы, но как бы все-таки мы очень за права человека. Все-таки давайте вот как бы защищать людей. И дальше разворачивается такой сюжет того, что, исходя из этой точки, можно считать правдой. Спасибо. И второй вопрос, он как раз вот про то, что люди важны и так далее. Я внимательно наблюдаю за тем, как структурируется за эти 3 года российская миграция, и пока не нашла... И пока я не нашла ответ на такой вопрос, есть ли такой запрос, вообще я не очень понимаю, есть ли профессиональное сообщество, структурированное журналистов наших? Да. Как это выглядит? Ну, в 2 словах. Вот, не да или нет, но хотя бы пару слов.
Нет, я никогда в своей жизни так много с журналистами не общался, как последние 3 года. То есть... Я имею в виду именно не то, что группа людей, да, а группа людей с определенной целью, собравшихся и продолжающих свою деятельность не журналистскую, а, скажем, социальную какую-то, ну, профсоюз журналистов, так можно это назвать. Профсоюз предполагает борьбу с работодателями. Я против профсоюза журналистов. Мне и так есть с кем бороться. Я немножко про другой. Профсоюз предполагает защиту своих интересов. Это не обязательно может быть с работодателем, хотя в классике да. Вот. Окей. Ну, у журналистов в изгнании, мне кажется, очень много проблем, с которыми, объединившись, они могли бы попробовать найти способ справиться. Это в коллегии было ассоциированное членство. Ну, есть несколько чатов и одна большая конференция ежегодная, которая еще иногда повторяется. Это редколлегия, да. Значит, сейчас, насколько я знаю, какие-то люди, которые сотрудничают с Михаилом Борисовичем Ходорковским, они тоже стараются сделать какую-то еще одну ассоциацию журналистов. Возможно, будет конкуренция между редколлегией и вот этой ассоциацией. Но про нее пока, про вторую, мало что известно. Проблема, ну, в смысле, особенность редколлегии, что это скорее ассоциация изданий, чем профсоюз журналистов. У нас очень плохие условия труда. В смысле, вот именно у работников. То есть, конечно, профсоюз обязательно нужен, но тогда, возможно, медиа перестанут существовать еще с большей вероятностью, потому что как бы борьба за улучшение рабочих условий приведет к тому, что мало кто останется как бы, в результате улучшившейся, очистившейся атмосферы. Я предлагал в 2022 году делать профсоюз журналистов в новых условиях. Вот. И мне кажется, что он просто не должен быть русскоязычным. Ну, в смысле, что как бы Европа вообще это одно из немногих мест на Земле, где к журналистике относятся всерьез. И здесь у нас есть, понятно, иранские журналисты, афганские журналисты, венесуэльские журналисты, журналисты из Никарагуа, из Мьянмы, ну и дальше по списку, как бы число, ну, белорусы, естественно, тоже. Вот, значит, число постоянно растет, и мне кажется, что, в принципе, если вот как бы что-то делать такое, то это должен быть какой-то такой интернациональный проект. Но, честно сказать, интересов у журналистов не так много общих, вот в таком ключе. Потому что страны очень разные, домашние страны разные, места, где люди остаются, сейчас тоже очень разные. Но да, там деньги, визы, это все как у всех. Ничего такого особенного. Вот, короче говоря, не знаю, посмотрим, как коллегия все возглавит. Там есть кому. Я тем временем сделал запрос по поводу веревки и мыла. Все что угодно. Моют и сушат белье, моются с мылом и веревка для подвешивания мочалки и мыльницы. Юр, я там на один запрос дальше, я заставил его рассказать, как повеситься. Заставлять не надо просить, да. Ну, я спросил. Химические и физические эксперименты, в общем, много разных вариантов. А после того, как вот мы заставили, да, сочетание веревка и мыла действительно чаще всего вызывает мрачную ассоциацию, особенно в постсоветском пространстве, где это устойчивый мем или эвфемизм, обозначающий суицид через повешение. Я просто хотел добавить Вот уже табуретку. научился. Но дальше телефон помощи звонить, если ты подумаешь об этом, конечно. Если просто табуретку добавить, он дальше сам выбирает. Интересно, кстати, что это постсоветский мем, я этого не знал, мне казалось, что это международное достояние. То есть, как бы, я бы тогда провел параллель между веревкой и мылом и сушеной рыбой и пивом. Вот, это, то есть, это как бы два великих изобретения, сделанных нашим народом. Прям без микрофона. Вот так Добрый вечер. Опять спасибо огромное, что приехали. Очень рада видеть. Значит, меня зовут Мария Хан, 32 года. Иммигрант, 32 года, москвичка бывшая. Теперь Дюссельдорф. Значит, я не знаю, Аня, не работает сегодня.
неважно, я голосом. Вас просто людям плохо слышно, и на камере будет плохо слышно. Ладно, да, Камера запись еще. У меня не философский вопрос, потому что я инженер, и с философией у меня как-то не складывалась жизнь. Я совершила недавно глупость, каюсь. Я стала в чате «Живого гвоздя» спорить, уже кто-то видел, наверное, спорить, разговаривать с людьми на тему, ну, можно сказать, почти философскую. Как вы считаете, вот если Харьков уже 3 года бомбят, как вы отнесетесь к тому, что начнут бомбить Москву теми же дронами? Это было еще до того, как начались, сейчас уже фактически это началось, но это было месяца 2 назад. Я понимаю, что это глупость с этими людьми разговаривать, хотя я считала, что это чат, ну и вообще, что «Живой гвоздь» смотрят определенного типа люди, и смотрят и чатают там. Но оказалось, что все совсем печально. В смысле того, что почему-то люди не могут или не хотят поставить себя на место других. Я была, ну, про себя я после этого, конечно, уже 2 месяца узнаю такие вещи, которые никогда даже не догадывалась. Вот, но это не важно. А вопрос мой такой, вообще, можно ли будет после этой войны, которая наконец когда-нибудь кончится, людей вот от этого излечить тех, кого фактически зазомбировала российская СМИ, там Russia Today и прочие. Сколько понадобится и сколько может понадобиться времени для того, чтобы люди вернулись к нормальному состоянию. Насколько я понимаю, скажем, в Германии 12 лет был Гитлер, 20 с лишним лет кое-как, 20 с лишним лет с ними кто-то работал. Американцы заставляли там, я не знаю, смотреть фильмы за похлебку. Будет ли вообще возможность излечить наших вот там живущих людей? Ну, я постараюсь быть максимально как бы добрым в своем ответе по отношению к людям в целом. Но я боюсь, что вам все равно не понравится то, что я скажу. Значит, я бы начал с того, что вот есть такой персонаж, который меня как-то вот в довоенной реальности очень вдохновлял. Его давно нету в живых. Его зовут Жан Амери. И это его псевдоним. Он на самом деле выходец из Австрии. И на самом деле его зовут Ханс Майер. Он узник Освенцима, причем в Освенцим он попал скорее по глупости, потому что он по Антверпену, по-моему, ходил с листовками типа «Банду Гитлера под суд» в 1942 году. Вот. Неважно. Короче говоря, когда он вышел из Освенцима, он попросил не звать его больше Хансом Майером, не обращаться к нему на немецком языке. Он сказал, что он хочет забыть этот язык. И теперь он, в общем, нормальный швейцарский франкоязычный человек, которого зовут Жан Амери. Он отдавал себе отчет, что то, чем он занимался несколько десятилетий после 1945 года, это ресентимент. То есть это такое понятие, которое предполагает такую бессильную злобу. Я хочу им всем отомстить, я знаю, что я не смогу, но как бы само желание отомстить вот им всем делает меня живым. Он писал эссе про немецкую культуру, в которой он говорил, да, конечно, Гёте, Бах, Шиллер, Геббельс, Гиммлер, значит, и другие люди на H. Вот. И у него есть, это вопрос просто про исцеление. У него есть такое рассуждение о христианском прощении. Вот он рассказывает историю, что кто-то убил человека. Убийцу поймали. Он предстал перед судом. Суд вынес ему справедливый приговор. Много лет в тюрьме. На суде был отец убитого. Он сказал, что тот, кто убил его сына, будет проклят. Что вот он как бы не понимает, как можно быть таким существом. Вот. И он написал ему, потом этот отец убитого написал убийце письмо в тюрьму.
И у них завязалась переписка. Ну, видимо, в первом письме были проклятия. А потом они общались так лет 20. Ну, пока он сидел в тюрьме. И они подружились. Он ему, как бы простил, потому что просто времени много прошло. То есть он началось все с того, что будь ты проклят, я тебя никогда не прощу. А в конечном итоге с ходом времени постепенно как-то все так, слово за слово, год за годом, письмом за письмом. Выяснилось, что, что взять-то с них со всех. И я боюсь, что формат нашего национального примирения, он будет примерно такой же. Потому что я думаю, что все останутся при своих. То есть те, кто считал, что в войне был какой-то смысл или какая-то справедливость, большинство из них останутся при своих. По опыту первой волны русской эмиграции понятно, что те люди, которые с оружием в руках уходили из России в надежде вернуться туда на белых конях, они потом столкнулись с новой войной, с новым выбором, кого в ней поддерживать. Все это наслоилось, перемешалось. И так в итоге никто никого не простил, кажется. Но и никакого исцеления тоже не произошло. Я думаю, что ваш сценарий скорее в этом будет состоять, а не в немецких практиках. И совсем, неприятная вещь для меня заключается в том, что я не уверен, что, грубо говоря, вы наблюдали за ситуацией извне, сохраняя, наверное, какие-то связи в России. Я работал в «Новой газете», у меня были хорошие люди, которые меня поддерживали. Я мог 24 февраля сказать своему главному редактору: я не собираюсь закрывать издание, не собираюсь в этом участвовать, не собираюсь смотреть, как они будут нас закрывать. Поэтому я пришел с рюкзаком, я срочно вылетаю в Брюссель. У большинства людей в России по объективным причинам не было возможности вылететь с письмом от Нобелевского лауреата в Брюссель. Или без письма. И я не знаю, что с нами было бы, если бы мы увидели бы ситуацию с другой стороны. В смысле, я не уверен, что мы не оказались бы теми, кто нуждался бы в том, что мы сейчас называем исцелением. Потому что тоже, когда твоя страна 3 года совершает военные преступления, а ты ни на что не можешь повлиять, тебе хочется все это оправдать, хотя бы свою собственную позицию, хотя бы свое собственное молчание. Это очень по-человечески. Добрый вечер. Меня зовут Иван, я политэмигрант. И я хотел бы задать вопрос о более неприятных вещах, чем те, о которых вы сейчас говорили. Я хочу вас спросить про трансграничные репрессии. То есть сначала людей объявляют иностранными агентами, потом вводят за это уголовное преследование, потом вносят в список экстремистов и террористов. То есть все это происходит на фоне какой-то демонизации и того, что этих людей приравнивают к каким-то врагам, и наказание этих врагов, оно становится одобряемым. И, в принципе, в Даркнете можно разместить заказ на ликвидацию этих врагов России. И можно создать какие-то отряды ликвидаторов из структур ФСБ. И у меня к вам вопрос: вы как собираетесь продолжать какую-то, практику непротивления злу, ненасильственного поведения, или вас может... Как вы собираетесь отвечать на такие вызовы? Спасибо. Я уже упоминал про первую волну иммиграции. Они были гораздо более военизированными. Это, кстати, потом как-то удачно стерлось из коллективной памяти, потому что лагерь в Галиполи, например, это совсем не та вещь, которую обычно вспоминают про первую волну, вспоминают про таксистов в Париже, про, какие-то метания русской интеллигенции между Берлином и Парижем.
Как бы, а то, что, в общем, люди вели войну и собирались, в общем, ее продолжать, и считали, что они временно ушли для того, чтобы потом отвоевать страну силой, это как-то забывается. Я вообще в этом смысле, то есть я вот в предыдущих моих выступлениях как раз Лев Толстой внезапно под влиянием профессора Зорина, который написал его биографию, очень интересную, Лев Толстой внезапно стал моим как бы главным персонажем в контексте как бы бунта Толстого, который настолько сильно не любил империю и войну, что даже стал пацифистом как бы на зло империи. Да, как бы, то есть вот непротивление злу силы это отсюда. Я вроде бы не толстоец, при этом я понимаю, что метод индивидуального террора и сжигания релейного шкафа довольно малоэффективен. Тем более до ближайшего релейного шкафа довольно далеко. Как бы вооружиться краткоствольным огнестрельным оружием, чтобы отстреливать агентов ФСБ, я не уверен, что как бы я достаточно четко распознаю. Вот, можно как бы ошибиться, как неловко будет, согласитесь. Вот. То есть, как бы армии у нас нету, да, вроде бы. У нас не было лагеря в Галиполи, мы не уходили с оружием в руках. У нас не было военных союзников в виде Антанты. У нас не было флотов в Безерте. Вот этих всех вещей у нас нету. Я в этом смысле, я на самом деле довольно агрессивно настроен, в том плане, что я вот пытался понять, как же, в какой момент моя жизнь вообще повернула не туда, как я здесь оказался-то. Вот. Я думаю, что это все из-за агрессивного сентиментализма. Мне нравилась «Новая газета», мне нравилась Высшая школа экономики. Я решил за все это как-то бороться, как-то очень так наивно. Борюсь, что делать там, как-то все это, что-то такое тянется. И я иногда думаю о том, что когда, например, иноагентам грозят отъемом имущества в России, тоже это форма трансграничной репрессии, только не физической, я прям тут начинаю лично за себя, по крайней мере, как-то потирать ручки, что называется. Потому что у меня была очень трогательная встреча с моими коллегами осенью 2021 года, когда уже шла кампания против иноагентов, и они говорили: слушай, тебе надо больше работать, меньше думать про бытовые проблемы. Вот жилья-то у тебя нету в Москве, давай мы тебе с ипотекой от нашей газеты поможем. Софинансирование. Вот. И я говорил да я даже не знаю, в спортзал уже на год абонемент не покупаю. Какая ипотека в Москве осенью 2021 года? Вот. И сейчас я чувствую, что просто я такой вообще, кандидат философских наук, которого с детства готовили к трансграничным репрессиям. Вот, то есть, у меня, родственники есть, которых, наверное, можно в заложники взять, но их много родственников иноагентов в России. История про то, что до каждого дотянется агент ФСБ, мне кажется, невероятной, потому что примерно по тем же причинам, почему на одного диссидента приходилось 6 агентов в штазе, то есть им нужно десятки тысяч тогда агентов в Европе, прям готовых убивать для того, чтобы до всех дотянуться. Вот. И поэтому у меня такая позиция, не знаю, приди и возьми, что я могу сказать. Вот, к тем, кто хочет заниматься трансграничными репрессиями. Было понятно, в 2022 году и, в принципе, уже несколькими месяцами раньше, было понятно, что, возможно, сесть придется в российскую тюрьму. Но, как говорил Павел Дуров, если есть возможность не сидеть в тюрьме, не понимаю, зачем это делать. Это мысли великих, цитаты, Короче, я не пацифист, но у нас вроде нету армии. И у меня есть знакомые, которые в Легионе «Свобода России», и мы все знаем историю Дадина. Это вполне себе выбор. Один человек сказал мне, глядя на меня он посмотрел, сказал скептически: я не уверен, что вы хорошо стреляете. Не знаю, помогает это или нет. Нет, больше не. Добрый вечер, меня зовут Ксения, я приехала из Кёльна, экс-москвичка. Чуть поближе. Ага. У меня вопрос следующий. Я, наверное, обычный обыватель.
и у меня создается впечатление, что есть какие-то осколки информации о том, что делает, или что происходит в оппозиционном ландшафте. То есть понятно немножко, что вроде Юлия Навальная собирает людей, и они проектируют какое-то возможное будущее без Путина. Понятно, что вот вы упоминаете про какой-то брюссельский форум, который, видимо, поддерживает Михаил Ходорковский. Вот если можно, в двух словах, как это сейчас выглядит? То есть все как-то готовятся, что-то делают, если вы понимаете, что каждый из них делает, кто-то делает расследование, как мы знаем, да? То есть вот как это сейчас выглядит, вот какая-то, может быть, картинка сверху. Ну, мне нравится, что модальность этого разговора перешла из вопроса, когда оппозиция объединится, в вопрос, а делают ли они хоть что-то вообще. То есть, как бы, планка постепенно понижается, и мы становимся более реалистами. Ну, слушайте, у меня вот есть какое-то как бы интуитивное, вроде какое-то даже около рациональное представление, кто чем занимается. Я не уверен, что из этого складывается какая-то прям общий ответ. Очевидно, что общий, такая вот как бы совсем абстрактная картина заключается в том, что все разочарованные, устали и хотят умереть, или хотя бы, как там, я не хочу ничего решать, я хочу платье, такой гендерно окрашенный, несовременный лозунг был. Вот, ну, наверное, он на мужчин тоже как-то может распределить. На ручки хочу, вот. Мне кажется, вот оппозиция хочет на ручки. Вот. Ну, в этом и проблема, да. Вот у меня тоже, часто меня спрашивали, там, в Латвии, в частности, как бы, кому принадлежит ваше издание и как бы кто принимает за вас решение. И я почти готов был рыдать, потому что если бы кто-то за меня принимал бы решение, я был бы, возможно, счастливым человеком. Я говорю, господи, какое тупое начальство. Да, оно довело нас до этого состояния. Мы находимся просто у края пропасти. Вот. Я бы вот что сказал. Есть довольно много организаций, которые пытаются без особенных ресурсов делать что-то полезное. Вот на этом мероприятии в Брюсселе, где, значит, я простудился и теперь говорить не могу, там на самом деле хорошие вещи происходили, некоторые. Там выступила одна девушка молодая, тоже иммигрантка, тоже, в общем, новая иммигрантка, тоже, в общем, ее бы, кстати, было бы неплохо поддержать. Каким-то образом за нее жюри там проголосовало, дали ей 3000 евро от щедрот жюри на развитие проекта. Она вот что делает. Она связывается с политическими заключенными, в первую очередь с молодыми, но не только с ними. Не только в смысле со школьниками и студентами. У нас и школьники теперь тоже по политическим статьям сидят. И как бы спрашивают, как бы, что у вас с образованием и чем вам можно помочь. И люди ей отвечают, я хочу там изучать, не знаю, там, римскую историю. Как бы многие вещи пропускает российская цензура в тюрьмы. Она находит преподавателя анонимизирует, он начинает высылать задания, тесты, какие-то книжки, которые тоже цензуру проходят. И так они в течение там, полугода, года и больше занимаются по какому-то курсу с человеком, который фактически вот, как бы дает таким тьютором для политзека выступает. У нее сейчас 28 таких политзаключенных, которых она ведет. 3 года, вот эти 3000 евро закроют ей проект почти на год. Я думаю, что поэтому за нее все проголосовали. Она сама сидит в Берлине без постоянной работы, ей 20 с небольшим лет. И она вот просто придумала, как бы, что сделать. Да? Вот, вот он фактически в одиночку. Вот. Мы ее будем звать на там, какой-то тюремный факультет свободного университета. Я думаю, что просто хорошо звучит. Постараемся тоже ей как-то помочь. Может быть, количество преподавателей увеличим. Может быть, сможем до больших политзаключенных добраться. Есть очень мощные организации, которые помогают дезертирам.
был в начале, вот если вы видели этот ролик Гордеевой, который рассказывает про 6 людей, которые получили убежище во Франции, это за 3 года как бы фактически главное достижение вот этого дезертирского движения. В Германии тоже были разговоры про то, что надо бы дезертирам помогать. Немцы по историческим причинам, многие могут это понять. Дальше возникают вопросы, как это документально оформлять, как проверять этих людей, что они не агенты, значит, сколько людей Германия готова принять, в зависимости от миграционной ситуации. И точка на карте, где, мне кажется, заметная часть населения страны уже дезертиры из России, это Армения. Вот сейчас. И это довольно тяжело. Армения чуть более безопасная просто, чем Грузия сейчас считается. Еще важная разница даже не в безопасности, а в том, что по внутреннему паспорту можно уехать. Вот. И вот есть попытка, то есть сначала первая задача помочь человеку дезертировать, дальше найти ему шелтер в какой-то стране, куда он может выбраться, дальше наступает какая-то миграционная история, и люди этим занимаются прям круглосуточно. То есть в то время, пока оппозиция раскалывается или спорит про объединение, есть несколько, я думаю, десятков довольно эффективных людей и организаций, которые стараются находить для себя здесь некоторые ниши. Вот. Я думаю, что Юлия Навальная многих из таких людей поддерживает или пытается поддерживать. Думаю, что на форуме Ходорковского в хорошем случае тоже какие-то похожие вещи происходят. Вот. Есть еще платформа так называемая. Вот это изначально была такой идея тоже такого профсоюза антивоенных организаций в разных сферах, где особенность заключается в том, что как раз 20-летние, 20 плюс люди многие вещи устраивают и решают, и очень мало демократических лидеров с опытом, мягко так скажу, которые сидят в президиуме. Вот. Последний тезис, который мы сейчас вроде бы от Михаила Борисовича слышали, что надо как-то предлагать россиянам какой-то, кроме кнута, какой-то пряник еще. То есть типа того, что куда выбираться из этой ситуации, да, вот, то есть к чему вообще страна может стремиться в каком-то, более-менее хорошем будущем. С нами, без нас, это, в общем, вопрос второй. И, грубо говоря, вопрос такой, можно ли сделать что-то, чтобы россияне как-то, чтобы россиян Европа приняла, например, да, чтобы все не ушли под Китай, например, вот такая чисто прагматическая задача. Вот тоже к вопросу про ваши споры на живом гвозде. Вот. И я думаю, что это, что это на самом деле неизбежный процесс, такой и апатии, и усталости, и расколов в оппозиционных организациях. Я думаю, многие сталкивались, все очень любят считать деньги, кто у кого что предположительно украл. Вот в Берлине, это моя любимая история, и в Берлине был очень эффектно запущен слух, что во-первых, я ворую гранты, разумеется, во-вторых, я ворую их пиджаками, что очень важно. Вот, я вот сейчас не в том пиджаке, который предположительно сворованный, просто мой единственный приличный пиджак, он там на рюкзаке лежит. Вот. И я думаю, что это доставляет всем большое удовольствие, воровство пиджаков, например, подсчитывать. Вот. Я думаю, что в предельных случаях вот эти все, такой Максим Кац-гейт или Железняк-гейт, где, в общем, может быть, что-то и серьезное было на самом деле, это тот же самый эффект. То есть ты не можешь ничего сделать со сложившейся реальностью, но вот этот гад, наверное, украл пиджак, например. Это очень здорово. В смысле, вообще очень, очень вдохновляет. Добрый вечер. Я немножко от конкретики хочу отойти и от политики, ближе к философии. Многие ваши высказывания подводят к известному тезису о конце истории. И действительно ситуация
сложное, и что-то, кажется, надо делать. Есть несколько образов, допустим, история острова Пасхи или легенда, античная, наверное, легенда о критских хозах, которые съели всю растительность и вся почва смылась. Человечество тоже похоже на экипаж космического объекта, который ограничен в ресурсах, в размерах, экологические возможности тоже ограничены. А массовое сознание, оно как бы не воспринимает такие масштабы. И человечество может оказаться на грани катастрофы, совсем не заметив этого. И в довольно близкое время от нас. И это может обречь наших потомков, детей, внуков на мучительную смерть. И может быть довольно медленную, потому что ресурсы могут закончиться, системы коммуникации и все остальное могут пойти в разнос. И предложение такое. Как в свое время Карл Маркс написал там коммунистический манифест, начал разрабатывать марксизм, теорию марксизма. И в то время были заинтересованные люди в продвижении этой теории. Сегодня идут разговоры о том, что опять необходима новая теория, которая обеспечит построение безопасного общества и с учетом ресурсов, которые нам доступны, чтобы не привести свое развитие к катастрофическому сценарию. Я с 1987 года был членом КПСС, решил разобраться с проблемами марксизма самостоятельно. Жил тогда в Киргизии, вдалеке от центров интеллектуальной жизни, так сказать, и полностью самостоятельно занялся. До 2005 года я перестал быть материалистом, марксистом, членом КПСС и так далее, но не стал и верующим человеком. И пришел к результату, что необходимо новое мировоззрение, которое называется смыслоцентризм. Вот 20 лет исполнилось с того времени, я многие вопросы обсуждал в интернете и так далее. Вы знаете людей, которые являются профессиональными философами, которые интересуются такими вопросами глобальными, так сказать, которые могли бы помочь мне или совместно оформить теорию этого мировоззренческой концепции. Я понимаю, о чем вы говорите, и при этом, вот если отдельные пункты перечислять, ну, даже начиная с конца истории, все-таки это понятие предполагало, что это понятие как раз у Фукуямы обозначало, ну, там еще был гегелевский конец истории, но это все-таки в 19 веке, ДДРный коммунизм тоже был концом истории, но тоже в другом контексте. У Фукуямы как раз падение Берлинской стены означало, что мы все скоро окажемся в нормальном мире. Мы все такие фукуямовцы до сих пор, предполагая, что где-то есть нормальный мир, куда мы попадем однажды, почти как в рай. Возможно, в Дюссельдорфе, но как бы он исчезает на наших глазах. Вот, в общем,
То есть это как бы не история конца человечества Фукуямы, а история... Ну, здесь ближе к апокалипсису. Ну да, я понимаю, что вы в этом контексте использовали. В общем, я по целому списку пунктов не согласен просто с тем языком, который вы используете. Я просто это по-другому вижу. Я не вижу пока перспектив, что ресурсы закончатся, поскольку мальтузианскую ловушку человечеству обещали с конца XVIII века. И я не особенно вижу необходимости в новой большой теории или тех людей, у которых на нее есть запрос. Потому что одна из вещей, которую я пытался не очень внятно сформулировать, когда я выступал, это то, что, по сути, количественные методы и дешевые вычисления делают большие теории избыточными. Ну, условно говоря, нам не нужна марксистская или какая-то другая теория общества, если мы можем эффективно описывать и даже предсказывать поведение людей за счет большого количества статистических закономерностей. Дальше там наступает вопрос, кто эти вычисления контролирует и как они используются. И считаем ли мы, что это происходит на благо людей или нет, и в чем это благо состоит. И философы, знаете, вот если честно, я знаю, что вот здесь есть в аудитории еще как минимум один профессиональный философ, а может быть два, не буду показывать пальцами. Вот, и я-то как бы все, я уже сгорел на работе. Философы сейчас практически не претендуют на саму эту постановку вопроса, потому что, от Аристотеля до, кто у нас там, не знаю, последний большой теоретик после Маркса, в общем, от Аристотеля за 2500 лет столько попыток теории было построено, что философы в конечном итоге оказались бессильными перед самой задачей по поиску, по обоснованию смысла того, зачем нам нужен какой-то новый большой теоретический смысл. Так что, возможно, вам надо зафиксировать поражение профессиональных философов, а если человечество ждет какой-нибудь смыслоцентризм, то только сделанный в обход вот этих вот людей, которые сидят на кафедрах философии. Потому что они там изучают историю философии, читают книжки и пишут научные статьи. Да, Штефан?